Привет, ребят! Ну что, как я и говорил в записи в сообществе, поехал поезд, который стимулирует меня скорее приступить к началу работы над серией видео по вселенной Grand Theft Auto. Это первое видео из 3 запланированных, и в нем речь пойдет о 2D играх и третьей части GTA. Конечно, я знаю, что далеко не первопроходец в этом плане. Очень много лет назад, когда YouTube еще только начал свой путь как видеохостинг, этим занялись ребята из Игромании, которые рассказывали о серии в видео у себя на сайте и на дисках, прилагаемых к журналам. Тогда я был еще совсем ребенком и много раз пересматривал эти небольшие ролики. В наше время историей компании Rockstar очень плотно занялись ребята из Top Game, где подробно рассказали о прошлом студии, ее родоначальниках и эволюции в знакомую нам компанию. Конечно, при этом уделяя много времени играм серии. Были и другие авторы. Я же попытаюсь найти баланс между информативностью и развлечением. Очень постараюсь не подвести вас, всех, кто ждал эти видео, поэтому после просмотра прошу оставить какой-то отзыв о готовом ролике, чтобы повлиять на будущее. Ну, думаю, пора прервать этот монолог и перейти к сути видео. Погнали! Всегда считал, что 90-е очень странное время для игровой индустрии, особенно конец десятилетия. Это такой временной период, который начал требовать относиться к разработке игр более ответственно, чем прежде. Какие-то известные серии просто не смогли соответствовать времени и были чуть ли не уничтожены переходом в набирающее популярность 3D. Стоит вспомнить франшизы Castlevania и Принц Персии, которые студии чуть не похоронили собственными руками. Другие же серии, наоборот, появились на рассвете этой эры, когда на горизонте стало видно очень успешную консоль от Sony, первую PlayStation. Если посмотреть на популярные в конце 90-х серии, то можно заметить, какие они все самобытные и разномастные. Как будто все разработчики делали как умели, искали компромиссы, пользовались хитростями, осваивали и создавали движки, либо заимствовали их. Оглянувшись назад, мы можем заметить, как кто-то делает полноценные платформеры в 3 измерениях, кто-то хоррор-боевики с 2D задниками. Их конкуренты тут же делают ставку на 3D, но из-за технических ограничений напускают тумана, превращая это в особенность будущей серии. Но этот разный подход к созданию игр касался не только технической части. Пока одни делали ставку исключительно на геймплей, другие работали над Legacy of Kain, Fallout и Готикой, например, с тонной контента и большим количеством строк сюжета, диалогов и монологов, по крайней мере для того времени. И вот в это непростое, противоречивое время появляется простая, противоречивая первая часть GTA. Сразу скажу, я в курсе, что правильно произносить GTA. Но в этот раз предлагаю сделать исключение, потому что даже в жизни замечал, что когда говоришь GTA, мало кто сразу понимает, о чем идет речь, да и непривычно как-то. Разработкой первой части занималась студия DMA Design Limited, которая с 2002 года уже известна как Rockstar North. Хотя в то время, когда она появилась, в середине 80-х, DMA вряд ли можно было назвать прямо студией в привычном понимании. Ее основатель Дэвид Джонс работал над своими первыми играми в одного, максимум привлекая приятелей для разных целей. Anyway, как студия-разработчик, DMA выпустила довольно много игр до того, как появилась GTA. Была пара сайд-скроллерных шутеров, легендарные Лемминги, которым даже памятник установили на родине DMA, в шотландском городе Данди. Лемминги по меркам того времени были очень успешны. Получили достаточно сиквелов, но DMA в растущем составе выпускали и другие игры, конечно. Я не вижу смысла уделять время каждой, учитывая, что видео все-таки о GTA, но хочется упомянуть, что по заказу Nintendo DMA начали работу над игрой под названием Body Harvest. Такой трехмерный экшен, по сюжету которого раса инопланетян прилетала на Землю, чтобы жрать людей, а нам, естественно, приходилось им как-то противостоять. Так вот, уже здесь стали прослеживаться некоторые вещи, присущие серии GTA. То есть открытые локации и возможность, я бы даже сказал необходимость, управлять разными видами транспорта. Так вот, игра была анонсирована для Nintendo 64 гораздо раньше, чем вышла первая GTA. Но так как Nintendo очень ответственно относились к проектам для своей консоли, они отказались ее выпускать даже после внесения изменений. Кстати, в итоге уже в 1998 году игру все-таки издала компания Midway, которая просуществует еще 10 лет и обанкротится.
а большую часть активов и флагманскую франшизу компании Mortal Kombat купят Warner Bros. Но пока Body Harvest пылилась на полке, DMA в течение 3 лет занимались разработкой новой игры под первоначальным названием Race and Chase, что можно перевести примерно как «догонялки». Такое название полностью отражает предполагаемый геймплей. Задумывалось, что игрок берет на себя одну из 2 ролей – преступника или полицейского, и, соответственно, на автомобиле либо ускользает от преследования, либо ведет его. Но к моменту релиза игра и ее концепт претерпели множество изменений, превратившись в знакомую нам Grand Theft Auto, которую почему-то в России переводят как «великий автоугонщик», хотя корректнее «автоугон», ну да ладно. Теперь в игре не было выбора стороны противостояния, мы должны были играть за одного из преступников. Можно было выбрать персонажа и даже дать ему имя, но это особо ни на что не влияло. Уже в первой части нам демонстрировали 3 вымышленных города, которые стали визитной карточкой серии: Liberty City, Сан-Андреас и Вайс-Сити. Они в свою очередь основаны на реальных Нью-Йорке, Сан-Франциско и Майами соответственно, но в таком виде их, конечно, трудно ассоциировать. Хотя в реальности тоже существует калифорнийский город Сан-Андреас. Наверное, тут стоит отметить, что в будущих играх, уже трехмерных, история с городами, а точнее с их масштабами, совсем другая. Понятно, что они станут больше и разделятся на районы и близлежащие поселения, но вот Сан-Андреас, например, станет целым штатом, в который входят другие города и поселки. Вообще, игры GTA разделяются по вселенным. То, что выходило до 3-й части, это одна вселенная. Она напрямую не связана с так называемой 3D вселенной, куда входят 3-я часть, Vice City, San Andreas и еще несколько игр. И новая HD вселенная включает в себя 4-ю часть, 5-ю, онлайн и Chinatown Wars. Между вселенными, конечно, много общего, даже некоторые персонажи так или иначе хотя бы упоминаются, но вот противоречий куда больше. И естественно, например, 1-ю часть связать с 5-й, ну это невозможно. Но в то же время 5-ю Сан-Андреас вполне себе, хотя тоже, по идее, игры из разных внутренних вселенных. Но пока вернемся к 1-й части. Игрок начинает действовать в Либерти-Сити в Южном парке, но, к сожалению, не в этом. А зря. Картман показал бы, как нужно вести дела. Либо вы отдаете боссу долю, либо мы бросаем вашего человека в реку в бетонных калошах. Да плеваю на вас, Кенни вас не боится. И вот с этого момента игрок предоставлен сам себе, а игровой мир кажется открытым. Наша основная цель – разбогатеть как скотина. Ведь деньги здесь аналог набранных очков, и чтобы продвинуться дальше, нужно скопить определенную сумму. 1, 2 миллиона и так далее. Очки дают почти за любые действия, даже если задавить NPC, угнать и продать машину, но ощутимое количество прибавляется в случае выполнения миссий, которые в большинстве своем мы получаем через таксофоны, расставленные на улицах. Но важно то, что в игре нет сохранений и возможности переиграть миссию. То есть, если мы провалили задание, то беремся за следующее, а если денег в итоге не хватит, то беремся за мелкие дела и получаем соответствующее вознаграждение. Конечно, чтобы до этого докатиться, нужно совсем хреново играть, но такой исход вполне возможен. Наш персонаж, по идее, рядовой такой преступник, который стремится к статусу в этом мире, но для этого ему нужно поработать. Собственно, работой его обеспечат несколько боссов. Первый среди них – человек с ироничным прозвищем «Малыш», который наймет игрока для угонов, убийств и даже заставит понервничать в заминированной машине, где постоянно придется двигаться и нельзя сбрасывать скорость до определенного показателя. Наш персонаж повоюет с мафией, полицией, ограбит банк и будет вынужден отправиться в Сан-Андреас, чтобы скрыться от преследования. Там придется поработать на дядю Фу, старика-основателя собственной банды, а затем и на его конкурента Эль Бура, который, кстати, вроде как вернется в 3-й части, и это будет один и тот же персонаж, а не его версия в другой вселенной. То есть ребята тоже навели путаницы со своими разделениями игр на 3 вселенные. Но про Эльбура мы поговорим чуть позже. Затем мы отправляемся в Вайс-Сити, где поработаем на коррумпированного полицейского, а в конце на лидера банды под названием «Братство любви армии Джа, брата Маркуса». И все, в общем, заслуги нашего персонажа наконец оценят. Думаю, вы поняли, что первые игры серии это далеко не про сюжет. По идее, мы просто занимаемся однотипными заданиями и катаемся по городам. На самом деле, в первой части и про геймплей много не скажешь. Мы относительно свободно двигаемся по городу и вольны действовать как нам вздумается, естественно в рамках игры. Важный элемент геймплея – это преследование полицией из-за преступлений. Уже в первой части был аналог знакомых всем звездочек, индикаторов розыска персонажа. Только в первых играх это были головы бубнящих полицейских. Естественно, чем выше уровень преследования, тем агрессивнее оно ведется. Если поймают, то игрок лишится всего оружия, брони и множителя очков,
который позволяет увеличить количество получаемой награды. То есть, если за какое-то действие предполагается $5000, то с множителем они могут превратиться, например, в 15 тысяч. Избавиться от полиции можно, сбежав от них, также найти на карте условный полицейский значок или перекрасить машину. То есть способы знакомые, и они присутствуют в серии с самого начала. Можно, конечно, ввести чит-код. Оружия в игре, кстати, было не так много. Пистолет, автомат, огнемет и гранатомет. Есть вариант полезть в рукопашную, но это вряд ли закончится успехом. При этом у персонажа изначально всего одна жизнь, но можно получить бронежилет, который защищает максимум от 3 попаданий. Также на отдельную кнопку выведена уникальная механика. Персонаж может издавать естественные для человека, но неприятные звуки. Зачем? Ну, наверное, это весело, не знаю. Если узнаете, то мне тоже расскажите. Также на локациях можно найти дополнительные жизни, ускоритель игрового процесса, ключ от тюрьмы, который позволяет покинуть участок, сохранив при себе свое добро. Тут уже можно поговорить о том, что игра фактически поощряет насилие, но этого я коснусь чуть позже, взглянув сразу на все 2D игры 90-х. А перед этим давайте посмотрим, что происходило в аддонах к первой части и в полноценной второй. Не могу сказать, заслуженно или нет, но почему-то все знакомые мне авторы обделяют вниманием аддоны к первой части Лондон 1969 и 1961. Сейчас эти проекты назвали бы DLC, но в то время такого понятия еще не было, по крайней мере в привычном виде. В реальном мире на дворе 99 год. Полноценная вторая часть вот-вот увидит свет, а тем временем компании и студии ударились в финансовое противостояние. Я не буду сильно вдаваться в коммерческие подробности, но вкратце пришел издатель Take-Two, который до сих пор издает игры серии. Они купили прошлого издателя, частично расформировали, превратили в Rockstar, ныне известную, купили права на бренд GTA, а вот с разработчиком DMA как-то не продумали момент, и в итоге некоторое время студия была в подвешенном состоянии. Но потом Take-Two их тоже прибрали, очевидно, к счастью. И вот уже под руководством Take-Two Interactive дочерняя студия Rockstar Canada, в будущем Торонто, вместе с остатками DMA выпускает 2 дополнения к первой части GTA. Точнее, даже одно дополнение и дополнение к нему. Про эти финансовые траблы я говорю лишь с той целью, чтобы было понимание. Между издателями и разработчиками была непростая ситуация, которая не решалась сиюминутно. А деньги зарабатывать надо было, да и франшизу как-то держать на слуху после выхода первой части. Хотя, знаете, Лондоны называют просто большим паком миссий для тех, кому очень понравилась первая часть. И нигде, естественно, прямо об этом не говорят, но выход Лондонов — это, по-моему, исключительно коммерческий ход, потому что в этих аддонах совсем не было необходимости, да и привнесли они минимум. Второе дополнение Лондон 61 так и вовсе появилось на полках молча, без какой-либо рекламной кампании. Это может говорить лишь о 2 вещах. Либо издатель не делал ставку на проект, либо еще даже не решили, кто должен оплачивать рекламную кампанию. Но уточню, это не факты, это мои домыслы. Что, собственно, представляет из себя первое дополнение? Фактически, это та же игра в новой упаковке. Место действия, не поверите, Лондон 60-х. Соответственно, мы выбираем персонажа, очень похожего на кого-то из известных людей того времени, типа Пола Маккартни, и повторяем схему оригинальной игры. Нас закидывают в город, и мы должны поработать на нескольких боссов. Сюжета, как и в первой части, толком нет. Что сразу бросается в глаза, так это, конечно, стилистика 60-х, впервые и единственный раз в серии реальный город, где происходит действие, новые автомобили и большее число оружия. Для понимания я сейчас оба дополнения обобщаю, потому что отличий между ними почти нет. Впервые появилось холодное оружие, коктейли Молотова, гранаты, да и огнестрела стало побольше. Дополнение включает в себя новые, но похожие на оригинал задания. Несколько десятков новых автомобилей, хотя нередко это просто рескины уже имеющихся в оригинале, лишь оформленных под стилистику того времени. Кстати, что интересно, в аддонах управление автомобилем леворульное, как в Британии. То есть авторы это учли, тут молодцы. Ну и, конечно, музыка. Если в оригинале не делали прям большой упор на радио, то здесь полно референсов на популярную музыку в 60-х. Это на самом деле важный шаг, потому что в дальнейшем радио в играх станет особым элементом атмосферы. Второе дополнение служит приквелом к первому, и хронологически это самые ранние события в серии. Они происходят в 61 году. Но опять же, частью других вселенных они не являются. К тому же, напомню, происходит в реальном городе за пределами США. Единственный пример в серии.
Причем в Британии показатели продаж дополнений самые высокие. Видимо, тогда игрокам было очень интересно посмотреть на игровое воплощение Лондона. Опять же, в 61-м немного усложнили геймплей, особенно это заметно в заданиях на время, которого иногда катастрофически не хватает. Но в целом, повторюсь, это та же первая GTA, но в другой обложке. Кстати, я вроде не говорил, но уже с первой части в GTA был мультиплеер. Сейчас он мертвый, конечно, но важен сам факт. У меня вот в родном Комсомольске-на-Амуре нормальный интернет появился в 2010-м, а кто-то, оказывается, играл онлайн уже в 90-х, больные что ли? И вот в целом непонятно, по идее эти дополнения делают игру чуть лучше, в чем-то разнообразнее, но учитывая, что они вышли в 99-м году, то уже заранее устарели и восприняли их как танцы на костях. При этом изначально дополнения требовали установленной оригинальной первой части, то есть никаких стендалонов там не было, это аддон в первородном понимании. Сейчас London 61 можно бесплатно скачать на сайте Rockstar, если, конечно, разглядите ссылку на него. Ребята как будто отрекаются от своего прошлого. Дополнение обозначено такими тезисами типа «предательство и жестокость захватили мир». Давай дерзай, либо ты борешься за место в этом мире, либо текай, alright? И это почти цитата. Так вот, почему я не могу решить, заслуживают ли дополнения внимания? Потому что ознакомился с ними не так давно, готовясь к этому видео. В свое время о них я только слышал и то не верил. И вот снова оглядываясь назад, кажется, что они только улучшили знакомую игру. Но думая о том времени, о том периоде отношений между компаниями, я задаюсь вопросом, с какой целью делали заведомо устаревший проект? Деньги или не только? Все еще 1999 год, точнее его конец, осень. А на полках уже появилась полноценная вторая часть GTA. Да, в этой франшизе в том году не было дефицита. К тому времени родоначальник серии уже откололся и пошел делать 37 сиквелов Леммингов. Я, конечно, иронизирую, но дальнейшая карьера у него, можно сказать, не сложилась, а к франшизе пришли новые люди, которых помнят и по сей день. Но стоит уточнить, что игра вышла под брендом студии DMA, вся эта передряга еще не закончилась. Центральный персонаж новой части имел вполне конкретную личность. Его звали Клод Спид. Лютейший мужик, который за деньги готов пойти на что угодно, без каких-либо моральных угрызений. Убивать, воровать, угонять, что в общем-то почти синонимы, прекрасно, лишь бы платили. Конечно, игра стала выглядеть на порядок лучше. Не так пиксельно, поработали с освещением, кругом какой-то неон. Место действия Anywhere City, то есть по-русски город где угодно. Хотя короткометражка, которая была создана для продвижения игры, снималась в Нью-Йорке, как бы тут черным по белому. Причем время действия недалекое будущее для того времени и уже прошлое относительно нашего, 2013 год. Об этом только спустя время сообщили Rockstar на официальном сайте. Вторая часть получилась очень спорной, оценки не дотягивают даже до 7, и в целом это понятно. Геймплей не претерпел прямо значительных изменений. Те же телефоны, те же задания. Только вот теперь вымышленный мир делится между несколькими бандами, и для игрока важна репутация персонажа среди них. Понятно, что угодить всем не получится. Помогаешь одним, тебя хмурят другие. И тут вроде как всплывает термин реиграбельность, но пройдя игру еще раз, игрок не то чтобы получит новый контент. Тут у нас дзайбацу, якудза, какие-то психи, даже ученые, злые русские, конечно, реднеки и, о мой бог, кришнаиты, которых в прошлой части надо было давить за бонус. Интересно, что жители виртуального мира стали активнее взаимодействовать между собой. То есть, проезжая по улице, можно нарваться на какую-то перестрелку или стать свидетелем преступления, вроде угона авто. Здесь мир в целом стал живее и как будто умнее, что ли. Наш персонаж совсем не герой, а вновь самый настоящий злодей, и тут нечего романтизировать. Он только и делает, что грабит и убивает. Причем игра вновь это только поощряет. Дает бонусы за резню и сумасшедшие трюки на машинах. Последний, кстати, в официальной русской локализации назван «бонус для дебилов». За меткость, за уничтожение копов и машин скорой помощи, за 1000 человек в течение одной сессии и так далее. То есть эта игра требует быть невменяемым, психом, она платит за это, а деньги /очки все еще необходимы для продвижения. Радиостанции и музыка стали разнообразнее, а еще появилась возможность сохраняться в церкви за $50 000. Если такие деньги имеются, то местный священник отпустит грехи. Если нет, то опозорит и карой Божьей будет угрожать. Такой явный элемент стёба со стороны разработчиков. И вот тут хочу поговорить о том, как франшиза обрела свою славу, в том числе первая часть. Настоящие судебные иски стали неотъемлемой частью серии, начиная с GTA 3. Причем BBC даже сняли фильм на эту тему в 2015 году под названием «Переломный момент». Но вот общественность взбунтовалась гораздо раньше, уже после выхода первой части. То, что франшиза предлагала уже тогда, в 90-х, невозможно представить допустимым сейчас.
Ни один адвокат построил свою карьеру на судах, так или иначе связанных с GTA, официально с жестокостью в видеоиграх. Самый известный, пожалуй, Джек Томпсон, который на пике своей деятельности был не то чтобы очень успешным, но вот за франшизу зацепился. И нельзя сказать, что безосновательно. GTA не самая кровожадная серия, это факт. Но вот смысл заданий в ней всегда был очевидным – дать игроку возможность творить хаос. И сейчас имейте в виду, что я очень стараюсь подбирать слова, чтобы YouTube ко мне не цеплялся. GTA не то чтобы увлекает любованием жестокостью, нет. Тут дело именно в моральной подоплеке. До относительно недавних пор в играх серии игроки брали на себя недвусмысленную роль преступника, без романтизации, без мотива. Не знаю, заметили или нет, но я ни разу еще не произнес словосочетание «главный герой», хотя часто использую его в больших видео. Дело в том, что я думал над этим и понял, что персонажей, наверное, вплоть до 5-й части, или хотя бы Vice City Stories, нельзя назвать героями ни в каком смысле. Слова «главный герой» здесь неприменимы даже для обозначения роли персонажа. Сейчас, объективно, я, взрослый парень, понимаю, что игра стимулирует игрока к жестоким действиям против групп людей, например, кришнаитам в первой части, повторюсь, поощряет кражи, нападения на полицию и просто рандомных NPC. За абсолютно любое плохое действие начисляются очки/деньги. И если смотреть со стороны общественности или обеспокоенных родителей, их можно понять. Но слушайте, формально в мире есть и на тот момент уже была система рейтингов. И о том, чтобы такая жестокая и лишенная морали игра не попала в руки ребенка или подростка, я считаю, должны заботиться родители. То есть, если подросток выпил много алкоголя, винить нужно компанию, выпустившую это количество алкоголя, или все-таки людей, которые несут за него ответственность и допустили это. Сейчас обратите внимание, я не упоминаю третьи стороны, вроде продавца, который продал, потому что у нас в мире существует такой термин, как опекун, это же все не просто так. Так вот, что касается GTA. Издатель и разработчик предлагают продукт, на то время уже маркированный возрастным рейтингом. Объективно он не несет в себе вообще ничего хорошего. Но и рассчитан он исключительно на взрослых людей, отвечающих за свои действия. Если я не захочу, чтобы мой ребенок играл в жестокие игры и буду считать это проблемой, соответственно, я буду это контролировать. Это же очень простой ход мысли. А в 90-х, учитывая, что большинство играли на ПК и домашних консолях, это вообще не представляло проблемы, то есть контроль. И на самом деле большинство судов, а о них мы еще поговорим в будущих видео, Rockstar либо выигрывали, либо решали мирно, потому что юридически они ничего не нарушают. Я не отрицаю, что старые части ужасны в моральном плане, но они и рассчитаны на взрослых людей с окрепшей психикой. Но пока вернемся к игре. Из ярких нововведений можно отметить две механики. Стала важна вышеупомянутая репутация среди банд, с ростом которой становятся доступны миссии разной сложности, разделенные тремя цветами. То есть зеленые самые простые, желтые посложнее, красные максимально сложные. Машины теперь необходимо обвешивать оружием и всякими приблудами, например, для выброса масла во время погони. Что-то подобное уже было в Лондоне, но во второй части это доработали. Вообще, сейчас GTA 2 напоминает мне почему-то фильмы 90-х о будущем, есть какой-то налет киберпанка. Думаю, уже понятно, что какого-то интересного сюжета там не было и близко, хотя для игры сняли короткометражный фильм, чтобы стимулировать продажи. Фильм это, конечно, очень громогласно звучит, потому что выглядит все как 8-минутная нарезка похождения основного персонажа, которого в итоге, кстати, убивают вроде выстрелом в спину. Потом эта финальная сцена была вырезана в версии игры для PlayStation, но на сайте Rockstar фильм можно посмотреть полностью, и вот тут, судя по концовке, Клод в итоге умирает. Вторая часть хоть и выглядела лучше, игралась чуть удобнее, но успеха не снискала. Может потому, что на момент выхода тоже уже была устаревшей. В те годы индустрия развивалась очень быстро и была масса более интересных и привлекательных проектов. В настоящее время я считаю, что первые части почти неиграбельны. То есть не могу представить человека, который сел такой, установил все это дело и сидит, получает удовольствие. Очень маловероятно. Разве что может случиться какой-то приступ ностальгии. Зато третья часть освежила франшизу и заложила в нее новые основы. Это стала совсем другая GTA, и сейчас мы наконец поговорим о ней. Именно Grand Theft Auto 3 основа этого видео, которое, кстати, в ближайшие минуты несколько изменит общее настроение. Запуская игру 20-летней давности, спустя почти 16 лет с последнего моего запуска, честно ожидал увидеть что-то такое. А нет, все гораздо лучше.
Я не поняв, це що, Таймс-сквер чи що? Господи, думав, криса огромно біжить. Понятно, что эта версия не из Steam, сюда навернули пару модов, но я даже не рассчитывал на нормальную картинку, поэтому был приятно удивлен. Естественно, как и любой адекватный молодой человек, со здоровой психикой и природной потребностью в проявлении агрессии, но вынужденный ее подавлять, я первым делом ввел читы и устроил вакханалию. Цель была исключительно научной – оценить потенциал игры и вспомнить основные механики. К сожалению или нет, я не смогу наполнить эту часть видео ностальгией, как многие, кто брался за GTA 3 до меня. Дело в том, что мое знакомство с серией началось именно с GTA Vice City. О том, что существует третья часть, в детстве я, конечно, догадывался, но не думал, что она так близка к Vice City в плане геймплея, поэтому целенаправленно я ее никогда не искал и не интересовался. Был уверен, что это что-то в духе GTA 2, от которой я никогда не был в восторге. Тройка попала мне в руки уже после того, как я поиграл даже в San Andreas, поэтому какого-то впечатления сначала она на меня не произвела. Но позже я с ней, конечно, ознакомился, и могу сказать, что я понимаю, почему GTA 3 стала так успешна. Но для начала предлагаю поговорить о, пожалуй, слабой стороне игры, о сюжете, а уже потом перейдем к восприятию, механикам и остальному интересному. В третьей части франшиза хоть и сделала невероятный, правда уже необходимый скачок, но в плане истории снова сильно заморачиваться не стали. Хотя, конечно, она заметно увлекательнее, чем в прошлых играх серии. В этот раз мы также управляем одним конкретным персонажем. Его тоже зовут Клод, но это не тот же человек, что был в прошлой игре. При этом в самой GTA 3 его имя не произносится ни разу. Уже в будущем игроки узнали, что его зовут Клод, вроде как из ресурсов игры. Хотя истории есть разные. Где-то говорится о том, что в ранних версиях можно было выбрать имя для персонажа, и Клод было стандартным. Кто-то мог узнать имя только в GTA San Andreas. Хотя вообще в третьей части его называют либо Пацан, либо Фидо, такая популярная на Западе кличка для собак. Также Клод не произносит ни слова ни при каких условиях. Нет, он не дебил, ничем не страдает, просто авторы посчитали, что персонажу не нужна индивидуальность, видимо для того, чтобы игроки легче ассоциировали себя с ним. И этот момент, наверное, тоже отправим в копилку аморальности серии, потому что по задумке мы, получается, должны ассоциировать себя с безнравственным вором и убийцей. Эта идея на самом деле не была новой, обезличенные игровые персонажи нередко встречались в играх того времени, например, в той же Готике. Но сейчас, спустя время, это выглядит как-то странно. В то же время в Portal это почему-то воспринимается нормально. Я вот, знаете, наигрался в свои The Last of Us и Цусимы, ага, и сижу жду этого, развития, там, интересных диалогов, драмы, но дурак, наверное. Это явно не тот случай, Клод максимум кивает собеседником. Опять же в GTA San Andreas показаны самые ранние события, связанные с Клодом. Вообще, как преступник, он начал свою деятельность в начале 90-х. Затем, примерно в 21 год, познакомился с Каталиной. Она как раз-таки бросила Си-Джея, центрального персонажа San Andreas, и стала девушкой Клода. Пара некоторое время занимается грабежами во многих штатах, но в 2001 году, где берут начало события третьей части, они решают ограбить очередной банк. Неожиданно Каталина предает Клода, стреляет в него и сбегает вместе с награбленным. Клоду удалось выжить, но, естественно, его арестовали. Только во время его перевода в тюрьму на конвой нападает колумбийская банда. Их целью было похитить одного старика-азиата, а Клоду и его будущему напарнику просто повезло оказаться в той же машине. Таким образом, ему удалось оказаться на свободе в Либерти-Сити. Тут небольшая игра слов, ведь Liberty означает свобода. Теперь Клод начинает с нуля свою преступную карьеру в этом городе, а также, само собой, желает отомстить Каталине за предательство. Его новый приятель Эйтбол, сбежавший вместе с ним, знакомит Клода с Луиджи Гаттерелли, который и будет первым работодателем. И, собственно, с этого момента начинается вся эпопея. Несмотря на то, что Клод, по идее, довольно известный грабитель, в Либерти-Сити его используют как простого наемника. Он получает типичные задания, особенно в начале, вроде отвезти девушку из точки А в точку Б, замочить какого-нибудь неугодного нанимателю типа, угнать автомобиль и так далее. По мере прохождения задания, конечно, набирают обороты и обрастают условиями, но далеко не все. Например, Джоуи наймет Клода для того, чтобы он угнал машину задолжавшего денег мужика, заминировал ее, аккуратно вернул на место, а после того, как жертва сядет в автомобиль, подорвал его.
При этом на задание выделяется несколько минут, машина должна остаться без повреждений и быть припаркована примерно так же, как и в начале задания, чтобы не вызвать подозрений. Есть еще побочные миссии, которые не влияют на сюжет. Например, задание от Марти Чонкса, серийного убийцы, который заказывает Клоду нескольких людей, в том числе собственную неверную жену, а тела жертв используют как сырье для изготовления собачьего корма. Ну жесть, конечно. Его задания не отмечены на карте. Он дает их по телефону, звонок которого можно услышать неподалеку от гаража Джоуи, где мы нередко будем находиться по сюжету. В игре 50 основных миссий и множество дополнительных, поэтому рассказывать о каждой я, конечно, не буду, ведь они не столь разнообразны, как хотелось бы. По идее, Клод просто бегает от банды к банде, то есть поработал на итальянскую мафию, пошел работать на якудза, между делом повоевал с уличными бандами и китайцами, а в итоге все сводится к противостоянию колумбийскому картелю. Кстати, уже в третьей части появились задания с фургоном и радиоуправляемыми машинками. Все почему-то прекрасно помнят миссию из Vice City с вертолетиком, но вот машинки со взрывчаткой вспоминают гораздо реже. Возможно, это из-за сложности задания в Vice City. Хотя я помню, когда разобрался с управлением вертолетика, всегда спокойно проходил это задание. Будут и более карикатурные основные задания, которые по телефону выдает Эль Бурро. Именно его я упоминал, рассказывая о первой части. Физически Эль Бурро нет в игре, только на артах. Но внешне он очень похож на персонажа из 2D вселенной, да и одинаковое прозвище заставляет думать, что это один и тот же персонаж в первой и третьей частях. Хотя, если опираться на логику разных вселенных, это в принципе никак невозможно. Эль Бурро попросит Клода помочь своему бизнесу, повоевать с триадами и собрать разбросанный по городу тираж журналов 18+, которыми в итоге очень щедро отблагодарит Клода. Это помимо денег, конечно. Кстати, денег здесь дают очень много, а девать их практически некуда. В основной сюжетной линии Клод сначала станет членом итальянской мафии, со временем даже уважаемым, но после познакомится с Марией, женой крестного отца, и между ними начнутся отношения. За это Сальватор Леоне, крестный отец, попытается устранить Клода, и тогда он вместе с Марией сбегает к японской мафии якудза. Там сначала над ним берет шефство Асука, подруга Марии, а после Клоду придется поработать на еще нескольких боссов. И вот тут персонажа столкнут с колумбийским картелем. Некий Дональд Лав даст задание спасти из колумбийского плена восточного джентльмена, и тогда события станут чуть более понятны. Этот безымянный персонаж, которого называют либо азиатский старик, либо восточный джентльмен, уже знаком игроку. Именно его похитили члены колумбийской банды в самом начале, чтобы держать в плену и вымогать деньги у его друга Дональда. Клод спасет старика, немного пообщается, а затем азиат вместе с Дональдом покинут город. Но важнее то, что колумбийский картель возглавляет Каталина, предавшая Клода. Причем в момент того ограбления банка она уже была на их стороне, и тут можно проследить иронию. Ведь получается, Клод оказался арестован по вине картеля, а потом из-за них же оказался на свободе, когда они похитили старика. Сама Каталина, кстати, очень экспрессивная девушка, такая прям карикатурная, стереотипная мексиканка, которая постоянно что-то кричит, несет чепуху и слишком уверена в своей привлекательности. Ближе к финалу она убивает Асуку, а затем похищает Марию. А Клод, конечно, спасает возлюбленную и убивает бывшую стерву, пока та пытается скрыться на вертолете. Вот, в общем, и все. Сюжет, конечно, далек от интересного и не дотягивает до многих уже успешных франшиз того времени, но на фоне прошлых частей GTA, конечно, он куда увлекательнее. Но все-таки я считаю, что первые игры, в том числе и третья часть, это про геймплей. Сейчас можно подумать, ну какой там геймплей? Ходи, стреляй, езди, собирай пакеты с понятным содержимым, выполняй задания и твори хаос. Ну формально да, но тогда в 2001 году у игры не было аналогов. Были конкуренты, но ни один из них не снискал такой славы, как GTA 3. Игроку предлагали огромный город с кучей переулков и подворотен, наполненный разными автомобилями и с условной свободой действий. Rockstar даже поощряли исследования города, где были разбросаны 100 пакетов, за каждый из которых давали по $1000, а за каждый 10-й в убежище появлялся новый вид оружия. Из прошлых частей вернулись задания городских служб, вроде пожарного, таксиста, полицейского и медика. По-моему, даже в танке запускались специальные миссии. Хотя, знаете, казалось бы, сейчас сяду в полицейскую машину, запущу миссии и буду помогать городу. Но важно, что служебную машину, во-первых, нужно украсть, а во-вторых, задания нередко приводили к такому же хаосу. Касательно последнего хаоса. Не знаю, что это за чертова магия GTA, но я даже сейчас, в 2021 году, сажусь играть, чтобы записать футажи, искренне, сука, пытаюсь выполнять миссии, но по пути до них меня перекрывает. Вот чё они тут ходят, так важно, разодетые в шляпах своих? Это же мой город. Это мой асфальт нахер. Я здесь альфа и омега. Ну и начинается.
Хотя за прохождение тех же служебных миссий дают прикольные бонусы, типа огнемета, бесконечного спринта, дополнительного здоровья и увеличенного количества взяток для полиции. В смысле вот этих значков, снижающих уровень розыска. Кстати, именно в третьей части заменили бубнящие головы на узнаваемые 6 звезд. Причем здесь преследование полиции ощущается гораздо сильнее, ведь с ростом уровня розыска за игроком выезжает ФБР, а потом и вовсе армия на танках. И вот тут меня хрен кто убедит, что разработчики таким образом не подталкивают творить безумие. Это ж, блин, отдельная культура в серии. Все хоть раз устраивали вот эту мешанину с танками, вертолетами и ракетницами. К отдельной культуре внутри франшизы, по крайней мере на ПК, я могу отнести и читы, которые были в прошлых частях, но именно с третьей стали такой фишкой в серии. Некоторые из них бессмысленны, например, возможность сделать машины невидимыми или изменить скин Клода на какого-нибудь NPC. Другие, да, дают броню, оружие, здоровье, уменьшают уровень розыска, остальные же призваны помочь творить херню, ведь уровень розыска можно повысить, раздать NPC оружие, сделать их агрессивными, заставить машины летать, а лучше получить танк и улететь на нем в закат. Танк, пожалуй, единственная нормальная летательная техника в игре. Есть, конечно, легендарный самолет Додо с обрезанными крыльями, но им надо еще умудриться как-то управлять, а вот танк не так прихотлив, но менее маневренный. Меня удивило, что в третьей части нет ни вертолетов, за исключением полицейских, ни самолетов, доступных игроку, ни даже байков. Зато десятки автомобилей, на том спасибо. С другой стороны, если взлететь в воздух, то можно заметить, что Liberty City — это пустая коробка, просто декорация. Хотя шикарная и масштабная для того времени. В одном месте даже есть послание от разработчиков, в котором говорится что-то вроде «ты же понимаешь, что не должен здесь находиться». То есть, очевидно, на этапе тестов ребята выяснили, что за пределы игровой зоны не так трудно попасть, поэтому оставили такую пасхалку и заботливо установили горку, чтобы игрок мог вернуться в игровую зону. В игре, конечно, масса пасхалок. Они были в прошлых частях, но отсылались в основном на какие-то актуальные события или реальных личностей. Здесь же появилась эта сумасшедшая луна, которая меняет размер от выстрела из винтовки, появился игровой клуб, где на компьютерах запущены первая и вторая части GTA. Да и много всего, именно такие фановые, бессмысленные пасхалки. То есть, опять же, нужно исследовать город, там достаточно интересного. Особенно приятно перемещаться по Либерти-Сити, слушая радиостанции, которые здесь превзошли сами себя. Много настоящих песен перекочевали в GTA 3 из фильма «Лицо со шрамом». И треки-то действительно потрясающие, я их даже в жизни слушаю. Но и ток-шоу по радио достойны отдельного упоминания. Вот эти ироничные диалоги ведущего и звонящих на станцию, про инопланетян, про какие-то измены, постоянно высмеивающие реальный мир. Да и реклама по радио забавная. Например, про обувную компанию, которая заставляет работать детей за $1 в сутки. Это известный, почти скандальный реверанс в сторону реальной компании Nike. Кстати, на ПК можно было закинуть и свою музыку в формате MP3, как и в следующих частях. Если сравнивать с будущими играми, возможностей в GTA 3, конечно, меньше. Как и транспорта, оружия, какого-то характера у героя, да и сам город выглядит немного серым и туманным, особенно после Vice City, как в моем случае. Хотя мне в целом нравится такая атмосфера в играх, но, видимо, не всегда, когда есть с чем сравнивать. Опять же, главный герой выглядит очень обособленно на фоне других персонажей, которые довольно разговорчивы, что-то матерятся, пошлят, отпускают шутки, но мы вроде поняли уже почему так. Наверное, здесь франшиза начала искать баланс между серьезностью и какой-то карикатурностью персонажей. То есть, если в прошлых играх чуть ли не все поголовно воспринимались отбитыми маргинальными безумцами, то здесь не то чтобы очень сильно, но поведение разных персонажей отличается друг от друга, по большей части. Я понял, почему у игры такие высокие оценки, почему серия стала самой продаваемой на PlayStation 2 и такой успешной. Третья GTA, кстати, на 16 месте в списке лучших игр в истории по версии издания Time. Никто тогда не предлагал такой свободы в играх, и я не понимаю, почему в то время все большие студии не стали делать свои GTA. Это, если что, шутка, конечно, я все понимаю. И важно, что успеху не помешали даже страшные события, случившиеся в Нью-Йорке 11 сентября. Еще до того, как игра вышла, телевидение и пресса уже стали говорить, что это аморальный проект. Сейчас не время выпускать игру, где поощряется насилие в городе, очень похожем на Нью-Йорк. И ребята из Rockstar, очевидно, это понимали. Они даже хотели отложить выход игры, как стало известно в будущем. Но вот я почему-то в это не верю. Шумиха начинается примерно за месяц до обозначенного выхода. Естественно, готова и идет рекламная кампания. Готов тираж дисков для PlayStation 2. Много денег по тем меркам уже вложено. И я не думаю, что люди, работавшие над игрой, готовы были пожертвовать этим из моральных принципов. Возможно, они и задавались вопросом, стоит ли сейчас это делать. Но он, если и звучал, то, думаю, номинально.
Тут важнее вопрос о том, а как отреагирует общественность, ведь Rockstar и так ожидали очередную волну критики из-за насилия. В будущем сказали, что релизная версия отличается от оригинальной задумки всего на 1%. Поменяли цвета полицейских машин, чтобы не напоминали нью-йоркские, хотя про вертолет забыли. Вырезали Даркова, персонажа, который должен был давать задания, близкие к террору. Убрали NPC-подростков, часть взрослых и школьные автобусы, от которых, кстати, можно найти каркасы в игре. Тоже что-то вроде пасхалки. И вот, казалось бы, события 11 сентября повлияли на игру незначительно. Игроки также получили ожидаемый проект и, возможно, превосходящие ожидания. И хотя тогда GTA 3 очень высоко оценили, именно технически как игру, но в наше время эта часть самая непопулярная в 3D вселенной. Говоря за себя, я не испытываю к ней ностальгии, мне гораздо ближе Vice City и San Andreas. Но я понимаю, что именно третья часть начала превращать франшизу в то, что мы знаем сейчас, и в саму игровую индустрию Rockstar внесли очень значимый вклад. Поэтому я не могу сказать, что люблю GTA 3, но в каком-то смысле очень уважаю. В любом случае, скоро ведь выйдет ремастер, и в его составе я обязательно поиграю в третью часть. Но, наверное, постараюсь пройти очень быстро, чтобы скорее добраться до Vice City, о которой, кстати, мы поговорим в следующем видео. И я не прощаюсь.